6 мест в космосе, где могло поселиться человечество. Земля не всегда будет обитаемой. Со временем Солнце будет еще сильнее нагреваться, и через миллиарды лет Земля уже не сможет поддерживать жизнь. Наша планета подвергнется воздействию трения солнечной атмосферы и отправится в небытие. Утешает лишь то, что все, кого мы знаем, погибнут задолго до этого. Возможно, человечеству нужно искать другие места, где можно поселиться. Вот несколько возможных вариантов. Космическая станция. Если наш мир настигнет катастрофа, например, падение астероида, извержение супервулкана, космические станции могут стать временными спасительными шлюпками для некоторых людей. У космических станций есть одно преимущество перед другими вариантами в этом списке. Так как они технически достижимы, установка станции может генерировать искусственную гравитацию, которая необходима для поддержания костной и мышечной массы. Фотосинтез также возможен, так как станция на орбите Земли получает столько же Солнца, как и на Земле. Единственная проблема космических станций состоит в том, что до сих пор все они находились на нестабильно низкой, околоземной орбите и требуют периодического подъема на более высокую орбиту, чтобы предотвратить неконтролируемый вход в атмосферу. Но все это можно решить с помощью точек Лагранжа, областей, где гравитационные и приливные силы уравновешены и требуют больше энергии, чтобы выйти из этих точек, чем остается там. В системе Земля-Луна есть 5 таких точек, и 2 из них очень стабильны. Это означает, что мы можем построить космические станции практически любого размера и поместить их в точки Лагранжа, направить их к Солнцу и заставить вращаться, предоставляя людям большие автономные дома, откуда можно спокойно наблюдать за концом света на Земле. У меня есть для вас вопрос. Сколько футбольных полей могло бы поместиться на космической станции МКС? Пишите свой ответ в комментариях, а мы продолжаем. Луна. Луна не лучший выбор для человеческой жизни. В отличие от контролируемой среды космических станций, поселенцам на Луне придется жить в защитных модулях с гравитацией, которая в 6 раз слабее земной. На Луне также очень долгие дни и ночи, около 13,5 земных дней. Ночью температура падает так низко, что сталь становится хрупкой и трескается. В течение долгого недельного лунного дня температура поднимается достаточно высоко, чтобы вода закипела, даже при нормальном атмосферном давлении, которого на Луне тоже нет. Это не говорит о том, что люди не смогут жить на Луне, но потребуется создать среду с водой и воздухом, где можно будет эффективно переключаться с отопления до охлаждения, а также защищать жителей от периодических солнечных вспышек, которые могут убить все живое. Вот один из примеров температуры на Луне. Температура поверхности Луны может достигать от 123 градусов до минус 153 градусов по Цельсию. Марс. Марс далек от идеального места жительства, но ближе к тому, чтобы основать здесь цивилизацию. Площадь поверхности Марса равна площади суши на Земле, а его атмосфера допускает более высокое содержание кислорода или озонового слоя. Хотя Марс намного меньше и плотнее Земли, его поверхность находится ближе к ядру, из-за чего гравитация на поверхности составляет 40% от земной. Однако Красная планета все же достаточно далека от нас, чтобы сделать Марс обитаемым. Людям придется достаточно сильно согревать его и добавить много воздуха. Большую часть углекислого газа в марсианской атмосфере можно превратить в кислород, с чем могут справиться растения. Не стоит исключать вероятность создания генетически модифицированных растений, способных выдержать условия сильной радиации. Примерно таким весом обладал человек, если бы он жил на Марсе. Человек весом 100 кг на Марсе весил бы всего 38. Облако Аорта. Облако Аорта – это одна из малоизвестных областей нашей Солнечной системы. Огромное облако ядер, вращающихся вокруг Солнца в форме сферической оболочки, которая простирается на расстояние от 5000 до 100 тысяч астрономических единиц. При том, что одна астрономическая единица равна 150 миллионам километров. Тела в облаке Аорта содержат почти все, что нужно людям для жизни – воду и углерод. В одной из своих книг Карл Саган представляет себе будущее,
в котором люди путешествуют с одной кометы облака Аорта до другой, потребляя их ресурсы и постепенно перемещаясь к ближайшей звездной системе. Проблема лишь в том, как преодолеть путь в несколько веков, продвигаясь сквозь межзвездное пространство. Причем, если расстояние от Солнца до внешних границ облака Аорта составляет примерно четверть расстояния до ближайшей звезды Проксимы Центавра. Глубокий космос. Ни один из предложенных выше вариантов не является долговременным решением. Даже облаку ледяных комет не избежать агонии, предсмертных мук. Чего не скажешь о глубоком космосе. Колониальные корабли могут дрейфовать в пространстве между звездами бесконечно, не сталкиваясь с меняющейся окружающей средой. Каждый корабль станет своего рода капсулой времени. Конечно, межзвездным путешественникам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Им нужно будет топливо для производства энергии, материал для ремонта и расширения, и, возможно, противозачаточные средства. Чтобы не допустить перенаселения, им придется периодически заходить в какую-нибудь звездную систему, чтобы пополнить запасы, а заодно высадить невольных обитателей каждые несколько поколений. Космический зонд Voyager 1 является самым дальним объектом от Земли, созданным человеком, который находится на расстоянии 19 миллиардов километров от Солнца. Через 40 тысяч лет Voyager 1 доберется до другой звезды, а через 285 тысяч лет может достичь Сириуса. Планеты за пределами Солнечной системы. Люди будут исследовать новые миры и цивилизации, но вряд ли найдут планету, на которой смогут жить. Хотя космический телескоп Кеплер обнаружил тысячи планет, похожих на Землю, и многие из них находятся в обитаемой зоне, где может существовать вода в жидком виде, это еще не означает, что мы можем там поселиться. Планетарные экосистемы довольно сложны. Чтобы представить себе, насколько трудно будет людям колонизировать экзопланету, вообразите себе инопланетянина с совершенно другой биологией, который пытается жить на Земле. Даже если он сможет перенести гравитацию и атмосферное давление, уровень радиации не окажется смертельным для организма, а кислород не заставит его гореть. Придется столкнуться с другими проблемами. Пришелец умрет с голода, так как неземная экосистема практически точно не будет использовать те же самые 20 аминокислот, которые мы используем для жизни. Что же будет, если вы съедите чуждые вам аминокислоты? Ничего, они пройдут непереваренными, так как наша анатомия не приспособлена для того, чтобы получать из них питательные вещества. Мы даже не можем выжить, питаясь травой, хотя она гораздо ближе к человеческой биологии, чем любой неземной организм. Каждый шаг в эволюции жизни на Земле зависит от шагов, которые были до этого, и ничего на Земле не может долго обходиться без другой жизни. Даже наша атмосфера, богатая кислородом, является продуктом жизни, а миры, богатые кислородом, уже вполне могут быть обитаемые. Но если мы все же найдем планету, которая является клоном Земли во всех отношениях, ее биология будет несовместима с нашей. Факты. Согласно исследованиям, существует около 160 миллиардов экзопланет только в галактике Млечный Путь. Сейчас подтверждено открытие 1743 планет за пределами Солнечной системы. Если вам понравилось видео, вы, конечно, поставите лайк, и это значит, что мы когда-нибудь сможем найти планету, схожую с нашей, или какой-нибудь альтернативный вариант. Успейте подписаться.